В одном живописном уголке страны, где густые леса встречаются с зелеными холмами и удушающими полями, жил наш герой Ганс. Ганс был опытным фермером, харизматичным и трудолюбивым человеком, который знал цену каждому сорванному колоску, каждому новорожденному питомцу. Его жизнь была связана с землей до самой сердцевины, а каждая минута, проведенная на ферме, была для него источником счастья и удовлетворения. Он умело обращался как с растениями, так и с животными, хорошо зная их привычки и потребности. В его семье было много любви и доброты, жена Бонни и две очаровательные дочки — Мэри и Жизель. Всегда поддерживали его в трудные времена и радовались каждому успеху. Каждое утро Ганс начинал с ритуала. Он вставал на рассвете, когда утренний туман еще окутывал ферму, и шел на кухню. Эта утренняя тишина, нарушаемая лишь пением птиц, всегда наполняла его сердечное пространство спокойствием и умиротворением. За окном выглянуло первое солнце, а Ганс, налив чашку крепкого кофе, вдруг уловил что-то странное, пронзающее утреннюю тишину. Из-за открытого окна доносился неясный звук, неведомый и тревожный, не поддающийся объяснению. Сердце его забилось с неистовой быстротой, и в груди возникло беспокойство. В этот момент, когда Ганс пытался сосредоточиться на своих мыслях, его жена Бонни вышла в кухню. Ее неожиданный визит заставил его чуть-чуть вздрогнуть. Она была его опорой и поддержкой. Но даже ее успокаивающее присутствие не избавило его от чувства неловкости и неопределенности. Внутренний голос подсказывал ему, что он должен выяснить источник того странного звука. Впрочем, Жизель и Мэри, явно голодные и взбудораженные утренним шумом, спустились с верхнего этажа и заполнили кухню своим радостным смехом. Поддавшись этому веселью, Ганс решил, что сначала накормит семью, а потом возьмется за исследование. После завтрака, который стал настоящим праздником для всей семьи, фермер выбрался на улицу, чтобы заняться своими делами. Первой его остановкой оказался курятник. Но, приблизившись к нему, Ганс заметил необычное поведение своих кур. Они метались по загону, трясли головой и издавали тревожные звуки. Это поведение заставило его насторожиться. Как опытный фермер, он понимал, что их беспокойство значит что-то серьезное. Оглядев курятник, Ганс увидел несколько крупных дыр и, сразу же поняв, что это могло означать, пошел наводить порядок. Он решил, что, вероятно, ночью в загон пыталась пробраться леса, жаждущая легкой добычи. Ремонтируя дыры, Ганс с облегчением почувствовал себя спокойнее. Но тревога все еще продолжала терзать его. Поняв, что животные нуждаются в его заботе, он направился к свиньям. Но, всего лишь подойдя к загону, Ганс вспомнил, что свинина вообще не вымыла из себя столько звуков, как сегодня. Их рев, наполненный голодом, был настойчивым и непрекращающимся. «Что же происходит с моими животными?» — думал он, заботливо забрасывая корма в их загон, но снова начал ощущать странное напряжение в воздухе. Вдруг снова до него донесся тот таинственный звук. Он решил, что должен выяснить, откуда он исходит,
и направился к своему трактору, решив доехать до кукурузного поля. Однако прежде чем он успел завести мотор, его младшая дочь Мэри вырвалась из дома с криком «Папа!». Встревоженный он выскочил из кабины трактора и увидел Мэри, указывающую на что-то рядом с домом. Это оказался маленький, испуганный котенок, ослабленный и растерянный. Ганс, вздохнув с облегчением, нежно поднял котенка на руки, почувствовав, как его волнение прошло. Этот милый комочек хорошего настроения возвращал ему улыбку. Он отнес котенка домой и обратился к Бонни, чтобы она позаботилась о новом члене их семьи. Но чем больше он думал о дне, тем больше становилось странностей. Эта цепочка необъяснимых событий просто не оставляла его в покое. Перед тем, как он успел вернуться к своим делам, тревожный крик старшей дочери Жизель вновь заставил его броситься на помощь. Ганс схватил Мэри за руку, и, не теряя ни секунды, они на тракторе устремились к полю. Приехав, он заметил, как Жизель показывает пальцем на нечто странное. Обернувшись, Ганс увидел несколько больших, загадочных яиц, лежащих на земле. Их внешний вид вызывал у него смятение и даже зловещее беспокойство. Глядя на десяток странных яиц, он подумал, что лучше уничтожить их, раздавить трактором и раз навсегда избавиться от этой таинственной находки. Но Мэри и Жизель вдруг начали его умолять. «Папа, не делай этого! Из них кто-то вылупится!» Девочки даже закатили глаза, и слезы подступили к их глазам. Убедившись в искренности их слов, Ганс, борясь с собственными чувствами, наконец решил оставить яйца в покое. В это время к ним подошла Бонни. Увидев яйца, она вскрикнула от страха и воскликнула, предполагая, что они могут принадлежать змеям. Но Ганс попытался ее успокоить, сказав, что, возможно, это яйца какой-то знакомой им птицы, и ему просто нужно вспомнить, кто же это. Но, к его стыду, он так и не смог вспомнить. В этот момент Ганс снова ощутил накатывающую волну тревоги, но Мэри и Жизель, оживленно радуясь, что их просьба была услышана, принесли немного сена из сарая, чтобы создать уютное гнездышко для таинственных яиц. Все с нетерпением ждали, когда же появится их новый обитатель. И вскоре наступил тот день, когда на поле стало слышно радостное восклицание дочерей. «Папа, посмотри!» Ганс таким образом подбежал к ним и увидел, как на одном из яиц образовалась трещина. Папа и мамы, хлопая в ладоши, скили подбегали к ним, когда, как будто в замедленной съемке, скорлупа начала трескаться и раскалываться, открывая путь к родившемуся маленькому существу. И вот, как только птичка появилась из яйца, Ганс вдруг размяк, слезы потекли по его щекам, чему никто не мог найти объяснения. Бонни обняла его, пытаясь понять, что происходит. Мэри и Жизель с удивлением следили за отцом, которая была на грани слез. Но вскоре все прояснилось. Когда они осознали, что из яйца вылупился птенец павлина. Воспоминания о детстве захлестнули Ганса. В его юные годы, когда он тоже жил на ферме, он берег и заботился о павлинах, и один из них стал его лучшим другом.
После смерти павлина Ганс больше никогда не смотрел на этих удивительных птиц. Его сердце истосковалось по ним. Теперь, наблюдая за жизнерадостным павлинком, он расплакался от счастья и ностальгии, понимая, что это было чудо, второй шанс увидеть жизнь. Мэри и Жизель, смеясь и прыгая от радости, без сомнений поддержали отца в его решении оставить маленького павлинка в семье. Остальных же павлинов родителям пришлось отдать в заповедник, где они могли бы наслаждаться безопасной и заботливой жизнью. Этот день вошел в историю их семьи как день удивительных находок и любви, признаков новой жизни и воспоминаний. На ферме снова раздался смех и радость, а Ганс, завершивший одни этап своей жизни, с открытым сердцем принял новое, зная, что на горизонте всегда светит свет надежды и любви. Каждый день был полон чудес, ждущих своего часа, чтобы раскрыться. И как бы странно ни начинался день, с имевшимися всевозможными неожиданностями, Ганс знал, что с его семьей вместе они преодолеют все трудности и радости, оставаясь всегда верными друг другу.